Добрый день. Сегодня у нас третья часть нашего стрима с журналами «Юный техник». 60-е и 90-е года. Так, сейчас мы дошли до 82-го года. Видите, как вот продумывается такая автоматизация. Какие-то роботы, которые... Смотрите, камера даже, видите, видит яблоки. Вот камеры тут везде, смотрите. Типа какой-то как... Блин, это как дрон такой, вот видите. Единственное, что он с такими как ручками. А еще и даже с прицепом. Дрон лазит, собирает яблоки, видите. На соседнем поле. Интересная такая задумка. Что-то должно получиться. Прислан на фактах конкурс. Смотрите, какие-то сидят ребята и задумчиво. Они тут даже не думают, а что-то делают. У них вот тиски. Неплохое фото, так, действительно. Интересно, сейчас есть там где-то на уроках труда такие тиски, что там что-то мастерили. Может, где-то, конечно, и есть какие-то олдскульные школы, но есть у меня сомнения на этот счет. Город мастеров. Так. Танки. Танки, наверное, уже поснимали давно. Уже где-то разбиты. Так, плавят. Чугунные реки. Поэм. Ну да, вот такой целый разворот пошел. Чтобы дети почитали и пошли на металлургами работать. Так, путь к сердцу робота. 82 год. Ну видите, сейчас в принципе уже что-то такое, какие-то рабочие варианты коммерческие даже есть. Ну, таких роботов, наверное, нет, но что-то с какими-то подобными функциями. Так что, ну, да, давно есть на складах типа Амазона роботы, которые катают, да, тележки. Сейчас, секунду. Так, отключил звук. Которые катают тележки там на складах типа Амазона там. Ну а здесь еще и что-то должны срывать. Так. А ведь хотят, чтобы навоз на сеноферме вручную не убирался. Угу. Интересно, вот, ну сейчас понятно, там компьютеры, емкие аккумуляторы, ясно, как оно хотя бы работает, по какому принципу. А вот что они хотели внутрь тогда вложить, чтобы каким образом оно вообще соображало. Тогда же не было каких-то процессоров серьезных, ну ничего. Каким способом должно оно, этот искусственный интеллект там быть в этих роботах? Интеллект для робота проблема особая, главная. Угу. Про телекамеру. В общем, какие-то теоретические наработки были. А вот как оно на практике, ну, скорее всего, на практике оно немного по другим принципам пошло все это. Как, скажем, человек понимает, что чашка – это чашка. Упрощенно говоря, наш мозг сравнивает то, что он помнит, с тем изображением, которое получено от органов зрения. Примерно то же должен делать и робот. А роль памяти здесь может играть видеомагнитофон. Нужно взять телевизионную сравнивающую трубку и подавать на нее с одной стороны изображение с телекамеры, а с другой то, что записано на видеомагнитофоне. Если изображения полностью совпадут, на выходе трубки появится электрический сигнал. Этот сигнал может служить командой для робота. Ну, принцип понятен, на практике, конечно, это... Ну, сама главная теория. Видите, теория все-таки привела к каким-то результатам на данный момент. О хлопке, джинах, роботах и электронике. Джин и самопрялка. Джин это который англичане пьют с можжевельника или
с бутылки. Интересно. Электронный закройщик. Ну, это, да, это, возможно, тогда уже было. Электронный закройщик. Сейчас роботы-закройщики даже какие-то такие показывают. Бывают цеха, такие современные, не самого большого объема, размера. И там вот эти вот есть такие закройщики электронные, программируемые. Измерители радуги. Помощник глаза. Недавно там Илон Маск какие-то чипы опять презентовал. Я понял, там принцип такой, что слепой может научиться видеть через какую-то камеру, что каким-то образом мозг может различать сигналы камеры. Может, я как-то примитивно, может, я не понял или как-то так примитивно объяснил, но сигнал мозга даже управляет там при каких-то ампутациях руками, ногами. И сейчас многие такие, ну как сказать, неподопытные, те, на ком тестируют подобные чипы, они типа обездвиженные, там, не знаю, там, с ДЦП, и они могут играть в компьютерные игры даже, просто силой мозга. Представляете вообще? Не знаю, по какому принципу вон можно так сконнектить человеческий сигнал мозга с электроникой, но все-таки Илон Маск, наверное, в детстве читал «Юный техник». Хотя, может быть, там еще дальше пошли, то так примитивно где-то выхватил там какую-то информацию, там случайно попалась. Может, там много чего такого, что я даже и не знаю. Геометрия живого, числа Фибоначчи, золотое сечение, золотой ур. О, да, вот это интересная статья для детей. Такие вещи. Я первый раз, кстати, про эти золотые сечения и Фибоначчи, по-моему, где-то у Дэна Брауна услышал. Там, в какой-то книге. А так и понятия не имел. Ну, вроде как журнал в целом, этот выпуск довольно интересный. Намотай на ус. Домкрат, секретное оружие. Трудный ремонт. Вакуумный дирижабль. Экраноплан. Баллон с гелием. Не хватало нам еще тут над головой таких экранопланов, бипланов, взрывчаткой, чтобы летали. Чтобы эта статья не попала в какие-то не те руки, а то будет. Паяльник универсал. Весы с реостатами. Вот, наверное, сотрудникам торговли такое интересное было. Чем-нибудь крутнул, раз, вес там ногой чуть-чуть шаркнул, вес так раз за ногой движется. Горелка-пистолет. Без манометра. Смотрите, какие-то интересные такие наработочки. Вот видите, в стержень ампулы и ручки можно, точнее, в саму ампулу, в стержень, можно капнуть машинного масла, и тогда будет лучше писать. Вот. Видите, чья-то недоработка напрягла чью-то мысль. Напрягла чей-то мозг, и какая родилась мысль. Видите, какие умные были.
А сейчас все пишет. Не о чем, нет проблем, не о чем думать. Покемоны бегают. Телефон поломался, новый купил. Не надо его там ремонтировать, паять. Романтики нет. Здесь вот как сделать эту гирлянду для елки. Плавник вместо винта. Теннис без корта. Руки балованы. Еще вам для тенниса корт подавай. Рендзю. Мне кажется, я такое в детстве тоже что-то такое играл. У меня у брата была книга такая с разными такими настольными играми, ну, для которых требовались, по сути, какие-то листики бумаги и там какие-то шарики. И вот подобные игры там были и очень интересные, кстати. Там какие-то чашки требовались, там можно было шарики как-то перекидывать. Вот не помню название книги, но книга была суперская. Так, ателье Ют. Буратин. Эмиль Кио. 25 копеек. Ну, хороший журнал. 82 год. То и как-то так ругал предыдущие выпуски. Какие-то не слишком заумные были, неинтересны. Это тут много теорий такой, есть о чем подумать. Доволен очень даже. Вот это классика юного техника. Вот так как оно и должно было быть. Так, поехали дальше. 83-й. Кардиограмма какая. Здесь видите, как сложили. И природу, и космос, и изобразительное искусство, и какую-то скульптуры, и писателей, и музыкантов, и медицину, и самолеты. Неплохо. Очень даже неплохо для первой страницы. Андрей Давыдов. Это похоже на Буран чем-то. Чем на обычный самолет. Угломер Кондрата. Не знаю, что это. Дискоскорость. Какие-то очумелые ручки, походу. Основания для морских оснований. Это, наверное, про буровые вышки. Блин, я до сих пор, так как они стоят, вот вижу какие-то видео, я в шоке. Еще как их там устанавливают, это вообще отдельный вид такого искусства инженерного. Очень интересная тема. Ну, сейчас есть всякие каналы, типа Discovery, YouTube, да, есть где-то посмотреть. Раньше как бы информации такой, думаю, не было массово. Вот с таких журнальчиков можно было что-то почерпать. Почерпнуть. А вот смотрите, как это, я не знаю, вот такое или... Ну, такого плана на ногах таких есть, я не знаю, что это только за баллоны. Это понятно. На одной опоре как-то, не знаю. Может быть, тоже есть, конечно. А про такое я даже не слышал на таких понтонах. Второе открытие поливинила. Техника Деда Мороза. Какие-то, наверное, какой-то вихревой холодильник. Скорее всего, про теорию каких-то процессов рассказывают.
То, что придумали, возможно, оно не в серии еще, но теория какая-то представлена. Циклон в топке. Уборка малины по Фарадею. Короче, как-то магнитом, какими-то проводами можно собирать клубнику. А, малину. Интересно. Ну, тут она тоже статья интересная, как ориентировались. Компас, секстант. Про корабли. Кармир Вардан. Так, что это такое? Робот-парашютист. ЭВМ для рыболова. Смотрите, ЭВМ для рыболова. Это типа как эхолот, наверное, по-нашему. Сейчас почитаем эту статью даже. Да, на рисунке вы видите электронное устройство, которое, по идее конструкторов, должно помочь рыболовам-любителям поймать побольше рыбы. С этой целью в состав устройства включен эхолот, который начинает отсчет расстояния, как только в радиусе действия прибора появляется рыба. Если сазан или окунь попался на крючок, раздается звуковой сигнал. Дескать, не спи, рыбак, проспишь путину. Как утверждает рекламный проспект, такой прибор создает 1000 возможностей для превращения искусства рыбной ловли в точную науку. Интересно только, как отнесется к этой науке рыба. США. Это, видно, какие-то первые эти такие холоты появились. И вот тут наши сразу. Вести с 5 материков. Ну да, тут как раз в этой рубрике подобные выдержки с каких-то журналов, видно, писались. Стена и красота. Истина и красота. Вступительное задание по физике. Катер, плывущий вниз по реке, догоняет спасательный круг. Через 30 минут после встречи с кругом катер повернул назад, не меняя мощности двигателя, и снова встретил круг на расстоянии 5 км от места первой встречи. Определить скорость течения реки. Ох, у меня уже голова аж закипела, вот после того, как я это прочитал, и вообще подумал, что о чем надо думать. Право на слово в эфире. Мы с начальником радиостанции, первой станции юных техников. Раньше много было радиолюбителей. Какие-то антенны там ставили, какие-то такие у них похожие на магнитофонные приставки аппараты были. Что-то там переговаривались друг с другом. У меня один был родственник, вот он таким занимался. Такая огромная антенна у него была во дворе. Потом, правда, он умер, и это все как-то так быстро пошло, там чуть ли не на металлолом попилялось тоже. У них же было журналы с топками такие, как радиолюбитель. Сложение векторов.
Что за умная тут? Бумага разная. Там белая, здесь какая-то такая вообще темная, интересная. Она была, наверное, изначально не такая темная, просто потом потемнела. Порыжела даже, я бы сказал. Как снимать мерки? Тоже неплохо. Ателье Ют. Дисковая пила из дрели. Ну, это дисковая пила из дрели. Такой, я насколько знаю, херовый вариант. Это как вот, ну, здесь, в принципе, он защищен, да. С такой доработкой, наверное, можно пользоваться. А как вот это некоторые умудряются там прицепить вот такой вот диск, режущий как в болгарке, пытаться что-то им пилить, это просто трындец. Заканчивается это обычно не сильно хорошо. Хотя потому, что этим занимаются частенько какие-то мудруны, которые хотят так вот сэкономить в жизни на каких-то вещах. Ну, потом они, естественно, делают это нет большого ума, лишь бы как, и потом что-то у них там руки, ноги порезаны там или отрезаны. Сучок попался, это болгарка полетела просто там кружить где-то вокруг. Сделай сам. Ну, неплох журнал. И этот не очень так зашел. 83-й год. Но мне он сейчас с обложкой зашел. Поехали дальше. Так, 82-й год. Ну, такого вот китайского продается полно. Наверное, тогда уже что-то подобное было. Такие прям бывают. Ну да, здесь тоже сидушка, смотрите. Сел, едет такой. Счастливый. Последний лед. Какие-то термоядерные реакции. Лазерный пресс для термояда. Ух, как заумно. А страшно. В умно аж страшно. Если камню привить пластмассу. Песок, нефть. Это здесь про то, наверное, что какие-то химические процессы открытые идут в каждый дом. Там вот пластмасса, вот что с нее делают. Сделано из песка. Норпласты какие-то. Киловатты малых рек. Это, наверное, малые реки тоже вспять пустить. Водопад, чистая река и пневмопоезд. Птичницы. Если я понимаю, про физику этих всех музыкальных инструментов. Так, весть из 5 материков. Есть какие-то юные изобретатели. Механическая коса. Ну, по-моему, может, что-то типа такого подобное продается. Ну, немного не такое, конечно, сейчас.
Да, верхняя часть такая, здесь чуть по-другому, по другой схеме. Пошли. Добрый трактор такой, смотрите, глаза аж такие у него. Кружок технического моделирования Дворца культуры колхоза Кубань. Серьезно. Зачем терять энергию? Рождение Мальвины. Ну, Мальвин там, понимаю, не с этого, конечно, не с полена выпилили. Она так посимпатичнее Буратино была. Ах, Пьеро. Это, наверное, как статья, как делают куклы. Игрушечный завод Кругозор. Интересно, где он? А, это в Москве был расположен. Я знаю, много кукол было в детстве. Вот сейчас на разных сайтах они ГДРовские, типа, ценились. Охота на зайчика. Это, наверное, какая-то игра была детская, где стреляешь в мишень, а там оно как какой-то световод, и когда попадаешь в ту точку, значит попал. Наверное, объясняется физика этих процессов. Теплицы. Какие-то опытные станции в Крыму по выращиванию земляники. Интересно, вот так вот даже в каких-то мешках. Понимаю, разные наработки там были. Инсектоход. Ну что, кадров там в Крыму хватало по вот таким вот выращиваниям. Инспектоход. Велокат. Ателье Ют. Брюки. Что-то шил. Раньше там Бурдамода, эти все журналы очень пользовались популярностью. Олег Попов. Эмиль Кио. Да, хороший журнал. 82 год. Шикарно. Ребята заботятся о космонавтах. Смотрите, как-то бассейн. Это прям как есть такой фильм «Пассажир» называется. Неплохой очень фильм. Там тоже так, походу, и бассейн, и спортивные площадки на этом корабле были. И бар даже с барменом. Дом на орбите. Смотрите, какие лица сосредоточенные. Ну, чувствуется, что мысль, что не двоечники.
Так, это какие-то VR-очки, гляньте. Это для космонавтов якобы создает иллюзию полного уединения. Да, люди такие очки и наушники тогда уже хотели сделать. Но сейчас это реальность. Даже не сейчас, а уже даже вчера реальностью была. Довольно давно они появились. Сотниченко намолотил 9000 центнеров. Все, конечно, хорошо, что он намолотил, но мне обычно вот такие вот, когда кого-то выделяли сильно, ну я лично так поверхностно видел такие ситуации со стороны, потом все остальные ему начинали как бы типа, что он, ну, как вредить его, вредить ему в чем-то. Типа самый умный, он так смог, а мы не можем. Ну, в общем, слился как белая ворона такой человек. Ну, это все из-за зависти, скорее всего, конечно же. Особенно кто-нибудь, кто там на втором месте и чуть-чуть не успел. Вечное дерево. Слава богу, нет статей вот этих вот, как горы появились с деревьев. Вот сейчас такое любят. Кто-то придумал и пошло. Что горы это большие деревья. Электрический голос лавины. Это, наверное, про то, что как там рационализировать лавину. Танчик. Что за танк? Или здесь? А, Т-72. Робот непоседа. Здесь часто про венгерских инженеров, кстати, написано. Тогда еще, видно, британские были не в фаворе, венгерских. Все цвета радуги. Надо будет ногти посрезать, что-то я забыл. Роботы Boston Dynamics сначала. Непрестижная профессия. Кто мечтал стать сапожником? Ну, я не знаю насчет непрестижа, но вот в годах там в 90-х один у меня был точно знакомый, который работал сапожником где-то в цеху. И в каком-то цеху, где делали какую-то очень приличную обувь. Но я бы сказал, что он был по всем параметрам очень богатый человек. Он говорил, сколько он там зарабатывает. И я, честно говоря, как-то так офигевал, что вообще такие суммы можно заработать. Это был 97-98 год. Так ему
По-моему, даже там на день рождения как-то скинулись, квартиру купили. Как-то коллектив был такой сплоченный, видно, при деньгах. Недавно прочитал, что знакомый разыскивает его, пропал на войне. Так. Пластырь на магните. Смотрите как. Пробоина. Да, главное там его успеть прицепить. Потому что пока ты там его прицепишь, он уже все потонет. Навес за минуту. Неплохо, кстати. Но с другой стороны, просто сделай навес, зачем его закрывать полностью. Культиваторы. Плуг в одну человеческую силу. Мотоплуг. А сейчас там стоит вообще каких-то доступных денег. У кого большой огород. Нормальная тема. Ну и нормальная тема для тех, кто хочет заработать, допустим, кому-то там спахать. Не за большие деньги это все. Не трактор все-таки. А расчетная линейка химика. Приставки к будильнику Слава. Будильник. У меня, кстати, в детстве был вот такой вот, был такой вот и будильник. И был, могу что-то путать, но, по-моему, даже было их несколько. Возможно, мне и брату там двоюродному подарили. Конструктор, как собрать вот такие вот часы Слава. Ну, внешне они вот подобные. И там просто собирали вот эти штучки с бабушкой. Потом эту пружину закручивали. Ну, я не сказал бы, что он работал идеально, по-моему, он иногда останавливался по сравнению с тем, что заводским подобным. Но это было интересно. У меня был приемчик, мы такой паяли, там антенну крутили. Это продавалось, был магазин Юный Техник такой вот. Там подобные вещи были. Ну, часы, может, я что-то путаю, но вот мне кажется, что был такой конструктор. Вот я что-то подобное собирал. С пружиной было там, конечно, там мудрено. Там надо было ее так закрутить. И, по-моему, каким-то клином ее как-то еще так заклинить. Только я не помню, зачем пружина. Может быть, для будильника самого. Но они, наверное, были кварцевые, эти часы. В общем, я уже забыл. Но только что вот вспомнил вот про что-то такое у меня было в детстве. Предлагают радиолюбители. Как сделать самому футбольное поле игровое. О, Хаги. Кстати, в Харькове была там на одной улице идет, возможно, это была Чернышевская. В годах, ну, лет, наверное, 20 назад точно стояла. В общем, идешь по этой улице, там какое-то учреждение, не знаю, что за учреждение какое-то, но не ресторан точно. И там большое было стеклянное окно, и там стоял подобный, вот похожий на этот автомобиль, скорее всего, тоже Хаги. Кто с Харькова и видел такой автомобиль, ну, там был как муляж его, как бы, ну такой довольно немаленького размера. Напишите, кто видел подобное. По ту сторону фокуса, Эмиль Кива. Неплохо. Так, еще 82-й. Цветное телевидение, лазерная телефония, космическая радиосвязь. Какие могучие побеги дали идеи Попова, Белла, Розинга. Что у нас тут? Скопы, да. Ну еще какому-нибудь Эриксону написали. Он там тоже, по-моему, вклад свой сделал в телефонию. Так.
У юных слесарей на слете в Новокузнецке тоже был свой конкурс. Видите, юные слесаря были. Абсолютный чемпион. Пионерская ГЭС. Электростанция на Домне. Смотрите, какая кнопочка. Долго она, наверное, не прослужила бы эта кнопочка. Наверное, чтобы когда убрал, выключил. Наверное, конструкция так в теории вот так вот типа интересно, а на практике, скорее всего, она там долго не прослужила. Самолет летит на фронт. Кстати, подобная конструкция самолета сейчас оказалась актуальна. Где-то недавно смотрел, что вот подобные конструкции это единственные самолеты, ну единственное должны быть очень мощные, которые могут сбивать шахеды и без какого-то теоретического урона для себя. Потому что если этот винт, он может это быстро пролететь, и в случае там попадания каких-то осколков, то ему это не так критично. Забыл только название этого самолета. Какой-то он там, не бразильский, короче, какая-то страна делает, ну, наподобие Якова. Так. Телефон, радио, телевидение. Что дальше? Ну, что дальше? Это все в одном. Хотя тут они вот, это я так не читал статью, телефон, радио, телевидение, и тут еще фото, вот что там еще. Ну, интернет-слова тогда, наверное, не было такого, но вот фото было. Говорит и показывает. Какие-то телевизоры маленькие. Рига. Телефон Рига с памятью. Я помню, что такие телефоны Русь были. Такие с определенным номером. С кучей там функционала в них было. Электронная почта. Это как сортируются письма. Фотоглаз считывает индекс на конверте. Орудие генетики. Какие-то колеса. И для лета, и для зимы. Итальянские инженеры придумали всепогодную покрышку. Ну такое, когда то слышу всесезонка слово, у меня аж глаз дергается, честно говоря, от такого выражения. Ну, там многие, для легких кроссоверов просто более агрессивная резина, а на самом деле летняя. Ее просто многие считают всесезонка и пытаются на ней зимой ездить. Хотя на самом деле там она зимой замерзнет и станет дубовая. Всесезонка. Каскадер. Про каскадеров статья, наверное, тоже неплохая статья.
Пока не прыгают. На одной лыже. О! Так. Короче, видно, какая-то новинка была сноуборд тогда. Не знаю, когда они появились массово, но здесь это преподносится как что-то новенькое. Игровой автомат тестер. Ателье идет. Ну, это что модненькое, смотрите, такое. Оно и сейчас неплохо выглядит очень. Актуально вполне. Ну, это вообще такое на все времена модель, смотрите. Ну, вот эти, конечно, крылья, как у робота Вертера, конечно, так под вопросом. Ну, а вот это вот, у меня такая курточка есть, она собирается еще в такой, как в такую барсеточку небольшую, можно где-нибудь в машине в бардачок кинуть. Домашний стадион. Лихтеровоз. Советский лихтеровоз даже был. Алексей Косыгин. Хороший журнал этот. Что-то так 3 года смотрела как-то придирчиво, а здесь просто мне нравятся пока все. Даже люди там разные работают в разных годах, там редакторы. Я это ценю не просто по информации, а потому насколько это интересно было детям бы читать. Притом таким, не сильно таким, как-то, не буду говорить там, некоторые слова употреблять, но не слишком заумным. Так. Солнцу и ветра навстречу. Я подумал, что это пылесос. Пылесос Вихрь. Думаю, на кого этот похож. Недавно смотрел фильм «Девятые врата», и там такой был антагонист такой, Балкан какой-то там, миллионер, который хотел этого дьявола вызвать. Вот он такой в очочках был. В конце сгорел. Что-то мне так сразу лицо откинулось. На него похоже чем-то. А, Болкан его там звали. Там Джонни Депп играл, и вот этот был такой ученый. Не ученый, а коллекционер, он был миллионер. Хотел все там вызвать дьявола. Вихрь и звук. Здесь что-то про самолеты. Лазерная глиссада. Я думаю, конечно же, технологии давно уже устарели, которые здесь описываются. Система глиссада. Ну, наверное, интересно про самолеты так почитать тоже. Уголок кафе. Неплохо.
Лампочка при Тутанхамоне. Движитель Суханова. То шнековые какие-то автомобили, то там на каких-то больших колесах. Еще и такое, кажется, было. Там как типа на домкратах. Ищите нас в космосе. Экранолеты. Автомобиль автомойщик. Автомобиль давит и вода типа идет. Как-то про такое я не думал, что такое могло быть. Водометный движитель. Змеи разные, змеи-вертушка, змеи-вертолет. Тема для исследований. Какой-то датчик дождя. Смотрите, как фара. Неплох журнал этот выпуск. Обычному любознательному ребенку здесь есть что почитать. Про самолеты, про какие-то наработки, про вот этот мойку автомобилей. Классно. 80-й год. Не перегружен сильно вот этими радиодеталями, какими-то паяниями. Так. 83-й. Опять строим Пионерскую ГЭС. Как построили лупу времени. О, вот это мне интересно. Фотоаппарат сегодня и завтра. Ну, вот это фотоаппараты, походу, типа практики ГДРовская вообще. Или что-то еще поинтереснее. Canon. Про Kodak.
Ну, про цифры еще здесь нету, про цифровые, конечно, информации. Молния с компьютером. Минолта. Polaroid. Ну, Polaroid это оказался нам таким некоторым интересным. Ну, на самом деле такая попсовая штука. Настоящие фотографы или фотолюбители, конечно, это смотрели скептично. Canon. Kodak вот не сориентировалась. Такая компания была. Первые фотоаппараты, а потом дай им власть, так мы до сих пор пленка фотографировали. Просто в фотоиндустрии пришли другие компании, которые делали не только фотоаппараты, а еще и электронику. А Kodak делал фотоаппараты и делал эту всю химию обслуживающую. Вот и все. Фотокамера Mavic. Kodomatic. Что-то здесь про польскую сверхглубокую. Сейчас он стоит, ну, там много видео стоит, это кольская сверхглубокая, такой люк болтами закручен, заварен. Ну то и все. Сколько там денег потрачено на это все. Эти буры дорогостоящие. Непонятно в плане каких-то полученных знаний, она оправдала себя или нет. Напишите, кто в курсе. Были ли там какие-то открытия такие радикальные? Клей. РПГ. Самолетик. Веселый Роджер. Джек Воробей. Точно. Урожай на ниточке. Здесь мне сложно понять, о чем речь, конечно. Что-то придумывали, какие-то баржи. Баржи грузятся на судно. Ну, тут для ремонтные плавучие доки есть такие, да. Для всех замков.
Саамская вышивка. Саам это которая Кольский север. Это не те Саамы. А, то Суоми, то финны эти Суоми. Саам это что-то другое. Физический фейерверк. Жук-виброход. Микрофоны. Про то, как устроены микрофоны. Ну, наверное, полезная статья такая, да. Принципы работы разных устройств. Блин, этот хороший журнал тоже. Ничего слишком сверхзаумного. Про какие-то вещи простыми словами. Про РПГ, например, про фотоаппараты. Да, вот это то, о чем я говорил. Какие-то года мне не понравились, слишком такие они перегруженные были информацией. А здесь это так незатейливо, и любознательным детям можно привить любовь к каким-то знаниям. Так. 85-й. О. Фотоконкурс Ют. Операторская группа. Ну, это какие-то дети-мажоры, гляньте. Какая у него кинокамера с кинообъективом. Аноморфотным, наверное. А здесь что строят? Пойдут по морю поезда. Это про паромы здесь интересно или? Клайпеда и Мукрана. Мукран. ГДР. Угу. Железнодорожное депо, электроподстанции. Видно про паромное сообщение, скорее всего, статья. С Клайпеды, ГДР. Видите, как палубы разгружаются. Несколько таких порталов под них сделано. Сердце и механика. Здесь, по-моему, что-то про электронное сердце какая-то статья. Искусственный. Идут испытания материала для искусственного клапана сердца. Ледокол с резцом. Про мерцание. Зачем мерцают звезды? Они не мерцают, просто мы такими их видим. Линза для рентгена. Войсковые дороги. Это про понтонные переправы, наверное. Пылесос для проигрывателя.
Ну, насколько я знаю, там пластинки ультразвуком как-то чистят. Специальные мойки такие бывают. Складная отвертка. На клубок клап. Так, здесь что-то про запись звука. По шоссе и по рельсам. Буквально неделю две назад смотрел какой-то ролик в Ютубе. Там какие-то люди взяли, то ли какой-то старый москвич у них там был. И где-то они там поехали в какую-то Сибирь, что ли. Нашли какую-то заброшенную ЖД-ветку и прицепили колеса специальные и катались по старой ветке железнодорожной. Потом поломались они где-то в лесу, конечно. Медведи еще ползали, лазили. В общем, ну, сама задумка, наверное, интересная. Так, прицепить специальные колеса и поехать. Так. Я сейчас подумал, что какая-то мышеловка, какая-то наработка новая. Здесь про то, как точно резать хлеб, чтобы пополам его перерезать. Ну, для магазинов, чтобы могли там продать хлеб половинками. Ну, сейчас обычно идут они, конечно, отдельно уже индивидуально запечатанные, потому что какая-то санстанция за это, скорее всего, дрюкает. Но раньше частенько так практиковалось. Перерезал и все. Взял хлеб, перерезал, тут же деньги взял этими же руками. Краска часы. Перетипье. Какие-то орудия пыток, гляньте. Гуцульщина. Салонки. Экранолет. Автодром на столе. Ну, это такое, да, как я говорю, для таких дворцов пионеров, вот такие вот штука всем коллективам сделать, наверное, интересно было. Для дома оно сильно будет большое, неинтересно, а вот так вот для детей, там, которые пару раз в неделю где-то ходят на какой-то кружок, и там есть ресурсы, допустим, точнее были, чтобы такое сделать. Какое-то дерево, какие-то пружины можно было где-то найти. Искусственное эхо. Какая-то реверберация, что ли, там, наверное. А, ну да, ревербераторы. На льду под парусом. Эмиль Кио, 25 копеек. Хороший этот журнал. 85-й год. Идем дальше. Опять 85-й. Смотрите, уже компьютер. Информатика, компьютер, программа. Ну, конечно, такие компьютеры примитивные были, но в них какой-то такие как бы. Это, конечно, такой будет как каламбур
ламповые компьютеры, скажем так. Вот. Это вроде как цифра, там проводники, но такой у них ламповый вид. Кстати, был в Мариуполе музей ЭВМ. Ну, это раньше. Какого-то парня, был подписан где-то в Фейсбуке на него. Блин, такие у него там раритеты были. Старые там первые вот эти маки, какие-то IBM. Ну, короче, разгромили все к чертям. Где-то там он живой остался, что-то писал, что все. Был музей, нет музея. Я даже не представляю, сколько он там денег валил. Ну, скорее всего, какой-то айтишник. Где-то там на eBay потихоньку это покупал. Доводил до порядка, эти все Atari там. Ну, короче, так жалко. Представьте, это же такие вещи, которые вот могли быть вообще в единственных экземплярах просто. Вот. И где-то там было как музейчик оно было, оно где-то было в каком-то подвальном помещении. Ну, в общем, как я понял, нет там ничего. Надо будет погуглить, скажите, посмотреть. Какие-то старые записи, наверное, есть этого. Я даже не представляю, что он чувствует после того, как то, что он собирал вот так вот. Ну, понятно, что у кого-то там и какие-то родные погибли, и сами, но если брать материальное, то очень жалко человека. Комбайны сегодня. Комбайны Дон, не знаю, я вижу сейчас там комбайны Джон Дир ездят. Какие-то еще подобные. Вот комбайнов Дон что-то нигде не вижу. И даже лет 15 назад тоже их не видел. Возможно, они и есть, просто я не туда смотрел. Грифель с якорем. Соперники металлов. Вихрь против пламени. Про что здесь интересно? На газовой скважине возник пожар. Что сделали? Ядерную бомбу кинули, как обычно, как любили. Так, сейчас так я просмотрю. Вихрь порошковый способ тушения. Не знаю, я помню, в Харьковской области, возле города Краснограда, там такое село Крестыще, и там добывали когда-то газ, не знаю, какие-то года были. Ну, в общем, там произошел какой-то разлом, и там этот факел, оно загорелось, этот факел огня был очень высокий. В общем, его тушили. Не знаю, сколько его тушили, но, в общем, в конце концов туда вкинули ядерный заряд, и потом оно как-то потухло. Ну, там, по-моему, трындец экологии этот был, там вода вся, там, в общем, не знаю, люди там живут. Об этом как-то раньше еще так разговаривали, но сейчас как-то не слышно как-то разговоров про это. Ну, ничего хорошего это здоровью жителей местных и в округе не принесло. Хотя, я не знаю, были ли еще какие-то способы, там, что-то это. И вообще об этом сразу ли рассказали, или там только, или там через 20 лет, как вот любили раньше. Костер. Каюты в парусах. Какие-то велосипедики.
Все пошло не так. Блин, на самокатах будут ездить все. Что-то изобретали. Самокат, батарейки и погнал. Или моноколесо. Артеку 60. По Артек статейка. Кто-то почитает, кто-то так почитает, захочет. А ему дома скажут, учись лучше. Может быть тогда как-то там у человека мотивация там у ребенка появляется. Ну, такие статьи нужны были, интересно. Это номер 9, это сентябрь. Ну да, уже никто в Артек особо в это время не ехал, но как раз начало учебного года. Футболки всех Артек, интересно, выдавали такие все. Представляю, как там можно было козырить этой футболкой Артек так по улице. Я вообще не знаю, вот такие вот лагеря, ну как были пионерские, они были вообще в других странах, вот что-то вот подобное именно для детей, вот и такое. Ну, я понимаю, там всякие скаутские там лагеря были такие, там ходили там скауты, там что-то там их учили, там где мох растет, где-то как там подпалить, там что-то можно там кресалом каким-нибудь там и огневым. Но вот в таком масштабе именно для детей вообще бывало что-то, напишите, кто знает. Скажем так, в масштабах Артека, вот так вот. Компьютер против вирусов. Паровозик. Компьютерные фильмы, а ну. Представьте себе, что для съемок фантастического фильма вам нужно построить модель космолета, который видите на фотографии. Сколько вам обойдется строительство? Десятки, сотни тысяч рублей. Компьютер рисует такой корабль. Кстати, рисунок состоит из миллионов многоугольников различной конфигурации. За 5 минут проделывает примерно 6 и 10 в какой-то степени, не вижу, операций. Работы по программированию стоят недешево, но однажды построенный ВМ корабль, в отличие от модели, остается буквально на века в памяти машин. Вот так вот. Так, это какой? 85-й год. Ну, Звездные войны уже давно вышли. Это еще чуть-чуть и Терминатор. Терминатор 2 это вообще шедевр. Я сейчас смотрю многие фильмы, и я вот так вот. Я не понимаю, как они его там в 92-м году, этот Терминатор 2 просто сняли вот так вот. Какая компьютерная графика, просто на которой не видно практически, что это компьютерная графика. Умели. Так. Наверное, программируемый калькулятор был такой. Трейбол. Ракета сама себя спасает. Так, это что? А, это приложение. Понимаю, надо было отдельно выписывать индекс приложения. Там вот что было в этом номере. Музей на столе. Традиционная рубрика приложения. Сегодня предлагает нашим читателям бумажную модель нового автомобиля ВАЗ-2108. Меня никогда приложение не выписывали. Я слыхал, что есть такое. И в принципе так могу достать. Надо будет достать, так полистать. Ракета сама себя спасает.
парашютом ракета. Это, кстати, ракета так внешне похожа на эти ракеты этого Безоса. Дрессированная мышка. Игрушки наших дедушек. Мышка, катушка, там что-то она была тяга, магнита. Нет, что сложное. Я думал, в детстве продавались такие мыши пластиковые. И там такая веревочка, как хвостик. Ты ее тянешь, там какая-то пружина раскручивалась, потом бросаешь, и мышка, кстати, ехала. Но здесь по какому-то другому принципу. Микки Маус. На санях по асфальту. По ту сторону фокуса. Амелькио. Так, хороший журнал. 85-й год. Так, теперь что у нас? 82-й. Дом на орбите. Такого, кстати, не было журнала. Мне показалось, что похоже. Сейчас просмотрю. Ага. Смотрели, мы это одинаковые журналы. Думаю, дом на орбите. Где-то ж такое было. Так. Два одинаковых. Ладно. 84-й. Пылесос какой-то моднячий такой. Какой-то как прибалтийский ощущение. Так. Смена. Так. Второе рождение сварки. Здесь какие-то про сварку, в общем. Не знаю, сколько было интересно детям, но, возможно, здесь простыми словами, и, может быть, и интересно. Целительный соперник рентгена. Гурген Ашотович. Аскарьян. Так. Микроскоп плюс телевизор. ЭВМ. Беседы с теми, кто выбирает профессию. Да, возможно, такие статьи здесь про сварщиков, вот это помогает выбрать ребенку профессию в будущем, и с этими статьями она делает это заранее, чтобы, допустим, там лет в 14 уже, да даже, наверное, раньше, чем 14, чтобы ориентировался на какие-то предметы, там физика или химия. 14, наверное, уже можно было в какой-то пойти техникум после 8-9 класса. А подготовиться там к нему можно было за год, за два. Ну да, как раз в принципе эти статьи, наверное, там про сварщиков, наверное, тут они актуальны. Даже не глупы. Домашних дел мастера.
похоже, то стиральные машинки Whirlpool первые, по-моему, они были похожие такие. Машинка для чистки яблок. Термос для утюгов. Нифига себе. И что-то такое. Взгляд в историю. Ну это... Ну да, это разная бытовая техника старая. Солнцестроитель. Лазер в шахте. Какой-то топор с какого-то сплава магния и лития может плавать. Офигеть. Поговорим о пулеметах. Тут то про РПГ, то про танки, про пулеметы. Ну это самолет такой типа какой-то дельфин, или как он назывался, грузовой. Ну здесь нет, здесь не в том дело. Я подумал, что это у него такой горб, вот это вот, грузовой. Здесь двигатель впереди, вот. Типа такая наработка. Французские разработчики. Ну, пошло оно, видно, в никуда. Французский это Airbus, скорее всего. Так, посылка. Дирижабль, транспорт будущего. Считали, наверное, что это транспорт прошлого. А вот про дроны, транспорт будущего здесь никто не написал. Как-то не рассматривали, видно, эту теорию. Кабина, лифт. Модель двигателя Стирлинга. Блузы и платья. Приложение. Интересно, когда появилось это приложение юного техника? Может быть, они что-то специализированное, как вот раньше были там вот схемы радиоэлектроны, вынесли просто в приложение, чтобы вот не перегружать? Вот это вот очень может быть. Того, что раньше вот в конце было очень много всяких электрических схем и тому подобного, они, возможно, это вынесли в приложение. Так. Слалом на асфальте. Серийные роликовые самокаты выпускаются в Харькове, Перми, Тбилиси, Эстонии. В Эстонии в городе Виру. Юниор. Как развести зубопилы для школьной мастерской. Это не глупая статья. Вечный двигатель изобрести нельзя. Так, хороший журнал этот. 84 год. Так, у нас пошли 90-е. Вот эти вот журналы, это были у меня уже. Ну, не на эти выпуски, но я это помню, 90-й год выписывали мне. А я еще хотел, говорю, мне веселые картинки еще, мне сказали, типа, вот читаешь, это серьезно. Этот точно был. А в 89 мне были веселые картинки. Видно, решили, что у меня какого-то журнала одного хватит. Хотя у меня еще был юный натуралист, но, наверное, был тоже чуть-чуть позже.
Так, сломался каблучок хрустального башмачка. Можно ли его починить? Так. Похож на этого. Как его? На Цоя. Так, вспомним молодость. Детство, точнее. За кулисами цирка. Про цирк что-то тут. Рисующий цвет, помню. А в детстве, давно не был в цирке, наверное. Наверное, лет 25 точно не был. Там такие огромные аппараты стояли в цирке, которые там свет меняли с разные светофильтры. И так нравилось-то. И музыка нравилась такая оркестровая там. И антракт нравился. Можно было пойти пирожные купить и бутерброды. Машина, которая изобретает. Компьютеры. О, вот это я помню. Магия Ют. Вот это вот. Я раньше не знал, почему так делают. Но сейчас понятно, если ты дальше отойдешь, вот это вот. Это как у Сальвадора Дали в музей. И тогда будет оно разборчиво видно. Или как сейчас делают в эти пиксельные формы, чтобы ты на расстоянии сливался. Так, Кинг-Конг. Про какой голос у динозавра? Что-то про фильм Кинг-Конг жив. Про фильм, как снимали фильм Кинг-Конг. Ну, интересно. Я на театре смотрел. Сначала не знал о чем, а потом как увидел этого обезьяну каких-то. Мне еще в фильме Кинг-Конг очень понравился эти вот индейцы. Как этот забор у них огромный был. Вот они там поймали, привязали. Как-то это было настолько как-то жутковато. Жутковато и в то же время очень классно снято. Вот мне еще в те года «Заклятие долины змеи» понравилось. Ну, понравилось тем, что оно очень страшное. Я всю ночь не спал после этого фильма. А вот Кинг-Конг, вот эти вот индейцы меня поразили. Еще в конце там змея была такая, тоже страшная. И остров такой. Да, вспомнил. Вспомнилось мне такое. Нужны ли нам АЭС? Ну да, это человек Ангела Меркель. Позакрывали все АЭС, а потом все у них дорого и электричества не хватает. Дебилы. Ядерная зима. Грету Тунберг послушали. Отец ТВ. Новые вагоны из ГДР. Амендорф. Труботранс до Бухары. О кроссовках и идеалах. Сумки, рюкзаки. В принципе, Форда. Цена и фабрикаты. Про компьютеры уже пошли тут статьи. О, вот это я помню. Велосипеды 21 века. Ха-ха, вот смотрите. Что там узнаем? Первый проект из Австралии. Педали насажены на ось двускоростной ступицы переднего колеса. Впереди-то как трехколесные детские. Конечно, это снижает скорость. Там еще какое-то третье колесо где-то есть. Можно сделать ее трехколесной. А здесь вместо спиц пластиковые диски. Ну, там, конечно, парусность большая такого вот. 8,3 килограмма. 7 скоростей, гидротормоза, компьютерно-сложная батарея, которая скорость изменяет, и даже пульс велосипедиста. Но на самом деле все пошло немного не так.
Никто не старался изобрести кардинально новый велосипед. Но все-таки велосипед отличается от их. Тот, который сейчас. Так, Магальпийский парадокс. Стадо звездных драконов. Барон. Что увидели воины? Рекомендует Декубик. Это профессор Кристобаль Декубик, такая была рубрика. Да, Кристобалю Декубику. По ту сторону фокуса. Так. Патрон питания с потолка. Розетка, которая уворачивается в патрон. В принципе, да, такая штука интересная. Надувное сиденье. Все хорошо в надувном сиденье, кроме того, что там безопасности никакой нет. Где-то вылетишь потом через окно и все. Без всякой электроники. Патенты отовсюду. Индивидуальный дозиметр. Это было актуально тогда. И вот пошли схемы. То я говорил про приложение, что все в приложении будет. Нет, и здесь есть. Приз номера. Давным-давно. Да, вот это я помню, вот эту картинку. Да, танк какой-то тупой. А вот это такой в Харькове подобный стоит. Это английские танки были. Какая-нибудь Макильда. Так. Все. Радиоконструктор Эквалайзер. Да, выпуск хороший. 90-й. Вот 90. И такой у меня был. Ну, я этот журнал не открывал, это, наверное, годов 95-й, может быть. Может быть, тогда уже не открывал, а где-то валялись. Наверное, там пару лет я где-то полистал и где-то закинул. Сейчас какой? Это 90-й был. Ну, в общем, можно сказать, что 30 лет точно я не открывал их. Сейчас посмотрим, что я вспомню тут. Вокруг света, юный техник. Схватка с драконом. Футурологи. Это даже про футурологов, что было написано. Нефть в магнитной сетке. Да, вот такой-то читал, что можно шариков насыпать и потом как-то магнитами снимать. Ферромагнитный порошок. Интересно, такое вообще используется? Где-то пытались такое сделать на самом деле? Чтобы нефть убирать с моря по случаю какой-то аварии. Аврора. И стало сверху видно все. О, Кристобаль Декубик. Спортклуб, НЛО. Вот. Похоже на какой-то Mitsubishi Galant. Календарь прогноз. А ну тут. А, блин. Выезжаешь, там значит текст сзади. Может, конечно, не Галант, но что-то похоже. Так. А, нет, тут все нормально. Октябрь. А, и какой-то календарь можно было сделать даже. Видите, это октябрь.
Не расслабляйтесь. Все здесь, кстати, продумано. Южная Чехия. Из пушки на Луну. Космическая гаубица. Что, они Жюля Верна перечитали? Весть из 5 материков. Универсал Банк. Казино Рояль. Да, вот это я помню. Про Бонда был рассказ. Ну, я скажу, что я вот читал в детстве, но так как это какой-то кусок вырезан из чего-то, тут сказать, что оно было сильно интересно, я не сказал бы. Вторая жизнь Головоломки. Когда поедем на Тойоте, что это такое за Тойота? Королла, наверное, какая-то. Даже не знаю, такие я не застал. Ой, Сузу. Honda Accord. Между нами девочками. Так. Что умеет мальчишка? Бьют магия. Да, эту картинку я помню. Кристобаль де Кубик. Мои смеры. Так. Игрушки и солнце. Так, здесь пошли какие-то схемы уже в конце. Блок питания для любых устройств. Маяк. Так. Это что-то офигенное. Автодраха. Подарок журналу читателям электронных игрушек «Гамма», Чехословакия. Ну, такое, конечно, это таких мажоров было. Автодорога Тюрел. Блин, такой сейчас поигрался. Именно в чем же прикол, что тогда оно было сделано в Чехословакии. Это не такой ширпотреб какой-то китайский, который раз-два поломал, там выкинул. Оно было действительно наверное, Да. Интересно. Да, вот это, я думаю, в детстве я рассматривал очень сильно, вот этот автодром. У меня у брата был такой мотокросс назывался, такой еще советский. Тоже круг мотоциклов, такой подъемничек. И то это был какой-то космический корабль. Было очень интересно им играть. Автодром такой, это вообще что-то. Так, 90-й. Так, следующий 90-й. Да, это Макдональдс. Кулебяка, помню я вот это вот. Русские кулебяки. Педагогика в собственном соку. Все дороги ведут в Рим. Биг Мак на Пушкинск. Это про первый Макдональдс здесь было. Я ездил в Москву в 90-м. Один раз я там был. И тогда Макдональдс открылся, и мы были на экскурсии, некоторые ходили у нас в этот Макдональдс. Говорили, мы там быстро всего там
Где-то за 2 часа простояли, типа 2 часа, и типа классно, там что-то там взяли. Там. И я еще видел по улице, валялись и стаканчики пластиковые. Мне такое подмывало, знаете, в детстве где-нибудь такой бы стаканчик с какой-то надписью, типа Пепси, где-нибудь его так, типа хватануть так в сумку и типа козырять у себя там дома. Так. Ну, мы тогда туда не ходили. Это я потом уже в Макдональдс попал через там лет 7 только. Ну, уже был, конечно, не СССР тогда. Его, кстати, по-моему, закрыли, где-то я читал. Макдональдс. Ну, про Макдональдс интересная, как бы тут статья, я думаю. И еще раньше была вот эта программа «Будильник», и там были иногда будильники. Какой-то там был Герман Соломатин, что ли, там. И там часто про Канаду и про Макдональдс были передачи. Ох, я любил их. Именно вот будильник, который был вот про вот эту заграницу, про Канаду, про Макдональдс. Классно. Очень интересные были передачи. Потом еще помню, была «Америка» с Михаилом Таратутой. Тоже такое похожее. Но это было больше для такой аудитории взрослой. Электролеты смотрят завтра. Доживем ли до компьютерных войн? Да дожили уже. Обрушение раз сделали, все там, полстраны зависло. Пепси, календарь прогноз. Человек в скафандре. Зоопарк на орбите. А вот это я помню тоже. Сороки на хвосте. Сорока такая с луками. Третьяковка на компьютере. Хорошие статьи. Вот это я помню тоже. Какой-то шарик электронный. Для бейсбола, мячик точнее. Робота-гитариста. Пускает одна из японских фирм. Дар никчемного человека. Неудобно, конечно, журнал листать, он просто закрывается. Коллекция эрудита. Кристобаль де Кубик. Вот это я помню, да, фотографию. Как там такая стабилизация этого. Полет нормальный. Как там с окнами только быть? С иллюминаторами. Так. Авиамодельный спорт. В небо на парашюте. Музыка в цвете. Вот это я помню про этих аквалангистов старых. Так, какие-то инструменты. Комплект столярно-слесарных инструментов. Я такой не делюсь, если я тоже что-то писал там какие-то. А вот вопросы были. И возможно, что тоже писал. Хотя, может, и не писал. Может, хотел только. Так, вот такой вот журнал. Классный журнал тоже. 90-е, супер. Такой на закате СССР. Давайте посмотрим. Вот это 90-й, потом 91-й. Вот это я помню, да. Илфорд.
Пленку Ilford я как-то не помню. Помню, Ахфа была. Ну, всякие другие, которые позже. Там, Kodak, Fuji, Konica. Профессия инкассатор. Измятый рубль в шикарном конверте. Девальвация. Здесь что-то какие-то про какую-то экономику. Блин, ну неплохо. Икарус меняет профессию. Собирается выпускать наряду с основной продукцией небольшие автомобили. Ну, двухместная малолитражка Лео. Блин, они действительно были эти Лео. 600 килограмм масса. Интересно, они еще в серии были? Надо вот погуглить. Воздушные пираты, костюм для гидронавта. Сороки на хвосте. Самолетики. Недавно только узнал, что в самолетах катапульты есть современных, небольших. Л-29, это учебные, чешские, насколько я знаю. Тут что было? Здесь самолетик был. Все дороги ведут в Рим. За спичками. Так, Сильма Кинзадза. Ну да. Это не тот фильм. За спичками это как Леонов вышел из дома купить коробку спичек. И где-то он... Блин, я про этот фильм вообще забыл. Я его как-то смотрел. Но я про него не помнил лет 35, этот фильм. А вот сейчас напомнили. Да, было такое. За спичками. Вот найти фильм посмотреть. Так, что здесь? Вот этот я помню картинку. Компьютер-переводчик, да-да-да. Grand Pro. Epson фирма. Короче, сканер, грубо говоря, какой-то. Марки самоклеящиеся с микрокапсулами. Прижал к конверту и все, лопаются и выдавливаются капельки клея. Интересно. Как понимаю, по такому принципу вот этот вот типа 3М скотч двухсторонний. Там ты его давишь, и тогда он при его задавливании вот так вот он начинает клеить лучше. Я тоже могу ошибаться, так где-то слышала такое. У сороки на хвосте, как здесь написано. Так. История о сумасшедшем открытии. Сумасшедшем. Коллекция эрудита. В гостях у хомяков. Короче, какая-то уже реклама пошла. Печатные платы. Сколько кур и сколько зайцев. Так. Психокинез. Какая-то книжечка можно было сделать. Я понимаю, собирать с разных набор номеров. Печать Калиостро. Год работы, каковы итоги. Ванька-встанька. Это по разному принципу, понимаю, они могут работать. Патенты это всюду. Это интересно такое.
Электронный кубик. Недальмицентр сообщает. Приз номера. Да, вот это. Ну, кстати, вот эту я видел фотографию вот недавно где-то. Вот. Какой-то ролик в Ютубе, и вот была вот эта фотография. Что-то я смотрел там про мосты, наверное. Так. Электронный конструктор, система управления моделями. Приз номер 6. Магнитофон проигрыватель Джужок. Так. Номер 10, 90-й год. Так, последний на сегодня у нас тут будет. 91-й год. Я не помню, был у меня этот журнал в 91-м году. Из пушки по воробьям. Вот эту обложку я просто как-то не помню. Как-то она меня не зацепила, видно. Хотя должен был быть. Но мне в какой-то год, помню, что-то не выписали. Что-то так я, по-моему, вспомнил. Там мы не выписали, что тебе там. Ты как-то так читаешь плохо. Я скрытно просто читал, листал. Хотя стоило оно копейки, потому 75, ну, по подписке 50, 6 рублей на год. Ни о чем. Мне вот сейчас снится, да, вот так в старом доме в почтовый ящик лезу, а там какой-то журнальчик такой, который я забыл забрать. Вот журнальчик, еще какая-то пресса, которую покидали, вот, и она такая уже немного пожелтела. Я такой радостный. О, журналы! Как-то это было интересно раньше. Не было ни интернета, ничего, но вот эти вот раз почтальон такой побежал, что какая-то газетка, и если еще журнальчик, то вообще супер. Такая радость была. Радость была, сейчас такой радости, не знаю, может при новом айфоне дети только испытывают при покупке. Тогда оказалось таким чем-то интересным. Сидишь дома, блин, по телевизору ничего нет интересного, телевизор один. Когда что-то там идет какой-то концерт, тебе мультики не дают смотреть, естественно. А тут раз и журнальчик. Есть шанс поговорить с Солярисом. У сороки на хвосте. Не помню я вот этого номера. Вот как-то ничего мне тут такого пока не показалось знакомого. Стрелять из пушек по воробьям. Как-то хоть убей, не помню. Кабина, контрабас. В стиле мистера Холмса. Ага, кресло-качалку можно сделать. Ткем картинку. А элита настроена на вселенную. Орленок. Где это, интересно, орленок был? Ну, какой-то орленок в Евпатории мог быть лазить. Где-то я слыхал. Он очень дороже от ЖД. Но вообще непонятно. А, Топсы. Это что, далеко от меня было. Так.
Фильм «Дельфин по первому снегу». Мчится в воздухе поезд. Ну, так журнал. Ну, неплохой, неплохой. Не скажу, что тут нечего почитать в этом выпуске. Советы Робинзона. Понимаю, советы каким-то типа туристам молодым. Сковорода, излишняя роскошь. Шахматы можно обойтись без них. Действительно. В походе можно без шахмат обойтись, конечно. Так. Музыкальный звонок соната. Вопрос такой, может ли неглубокий водоем промерзнуть до дна? А ответ такой, может или не может. Сколько людей, интересно, отправляли? Наверное, в приз один, а по каким только критериям была розыгрыш, наверное, был какой-то. Потому что по критериям, кому придет первому, это дата отправки. По дате отправки на нашу Блиц-конкурс должны быть после течение 1,5 месяцев. Ну, думаю, полно было детей, особенно таких активных в те года, которые уже был готовый конверт, все такое, и они моментально как-то пытались узнать там у каких-то продвинутых родителей, там, знакомых ответ на вопросы, и моментально бежали и отправляли. И тут еще дело, к тому быстрее журнал принесут, чтобы кто-то, может, на почте работал. Потому что у кого-то быстрее принесли, кому-то медленнее. Вот такие вот журналы. Так, пока на данный момент это я просмотрел в стриме все свои журналы. Я их буду еще по отдельности снимать. Там у меня еще техника молодежи, целая пачка. Скоро начнем их смотреть. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, лайкайте, дизлайкайте, как хотите. Хорошего вам вечера.